Всем привет, с вами Малина Travel. Сегодня я продолжаю свой челлендж 30 дней дельности. И сегодняшняя наша тема – это интервальное голодание. Давайте с вами разберем, что это такое. Интервальное голодание, так называемое интервальное питание, интервальная диета, периодическое голодание, фастинг, ИГ, называйте это как угодно. Это не диета, это режим питания по расписанию. Этой практике уже 1000 лет, и она практикуется во всех культурах, и намеренно голодают христиане, мусульмане, иудеи, буддисты. Сознательность – это крайне важный компонент интервального голодания, как для женщин, так и для мужчин. Основная идея в том, что пища тебе доступна, ты можешь поесть, но выбираешь не делать это в определенный промежуток времени. Как же работает это интервальное голодание? Чтобы понять, почему это совершенно абсолютно естественный способ похудеть, надо заглянуть на 2 миллиона лет назад. Без супермаркетов, сервиса доставки. Наши предки невольно соблюдали часы интервального голодания, когда проводили без еды по много дней. Они успешно накапливали жир, когда пища оказывалась в доступе, а затем тратили ее в период голода. Наш внутренний жир – это отличный источник энергии, который подключается, когда пища не поступает. Вся суть интервального голодания объясняется следующими механизмами. Когда мы едим, выделяется инсулин. Это гормон, который отвечает за то, чтобы энергия попала в клетку и за запасение жира. Когда мы голодаем, уровень инсулина значительно снижается. Организм включает режим расхода топлива, который накапливается в теле. Современное питание – это постоянное кусотничество, первый завтрак, второй завтрак, перекус, обед, перекус и так далее. Условий для расхода жировых отложений просто нет. Когда мы включаем интервальную диету и перестаем подбрасывать топливо, то естественным образом получаем доступ к запасам тела. Кроме того, голодание влияет на уровень других гормонов и процессов, происходящих в нашем организме. Например, концентрация гормона роста возрастает в 5 раз, что способствует потерям жира и накоплению мышечной массы. Кстати, среди звезд, практикующих интервальное голодание, замечены продюсер Яна Рудковская, телеведущая Лиса Нутяшева, певица Надежда Бабкина, Александр Ревва, Высоцкая, Ким Кардашьян. Так можно просто продолжать бесконечно. Быстрое похудение, оздоровление, простота. Кажется, интервальное голодание – это ответ на молитвы всех худеющих мира. Давайте рассмотрим плюсы интервального голодания. Вот этот подход в питании позволяет прокачать продуктивность и мыслить яснее. В исследованиях на животных, в частности крысах, было установлено, что длительные перерывы между приемами пищи, в разумных пределах, конечно, стимулируют когнитивные способности. После проведения эксперимента ученые говорят о том, что интервальное голодание улучшает у людей работу мозга и предотвращает возрастные изменения. Кроме ментальной ясности, интервальная диета эффективна для похудения, причем именно за счет жировой прослойки. Далее снижение уровня хронического воспаления, нормализация уровня глюкозы, инсулина, улучшение показателей здоровья при диабете 2 типа, вплоть, возможно, до длительной ремиссии, и увеличение уровня энергии. Для женщин удобство заключается в том, что интервальное голодание не подразумевает разработку специального меню какого-то. Это, несомненно, плюс. Вам не придется отказываться от одних продуктов и специально включать в свой рацион другие.
Но это не значит, что нужно кушать все подряд. Чтобы вообще переходить на такой тип питания, я бы порекомендовала вам посоветоваться с вашим лечащим врачом, потому что интервальное голодание подходит далеко не всем. Давайте рассмотрим минусы и вред интервального голодания. Люди начали подстраиваться под трехразовый прием пищи, когда в стране сформировался режим 8-часового рабочего дня. Впоследствии ученые доказали, что такой подход более полезен для сердечно-сосудистой системы, чем 6 приемов пищи. Но каждому из нас важно ориентироваться на свои биологические часы и ритм жизни, чтобы организм работал как часы. Расписание, которое подразумевает интервальное голодание, уместно далеко не для всех. Нередко длительный отказ от еды ведет к очень негативным последствиям. Реальные отзывы людей говорят о том, как интервальное голодание провоцировало у них расстройство пищевого поведения, проблемы с ЖКТ, анемию. Они замечали, особенно в первое время, что их преследовали головные боли, дискомфорт, слабость. Из-за отсутствия пищи метаболизм замедлялся, истощались физические и моральные ресурсы организма. Существуют разные модели интервального голодания. Это 16-8, 14-10, 20/4, 23/1, 24/24, 36/12. Самая популярная модель это 16-8, когда 16 часов вы ничего не кушаете, но можете пить воду. Можно пить в целом воду с лимоном. 8 часов, 8-часовое окно приема пищи, когда вы можете разбить это приблизительно на 2-3 приема пищи. Перекусы вам здесь в целом не нужны будут, потому что, грубо говоря, если это будет 3 приема пищи, то вы не успеете в целом там проголодаться-то. Вы сами для себя решаете, когда будет ваше пищевое окно, либо это с 12 до 8, либо это с 9 до 5. Я для себя выбрала с 11 до 7. Для меня это показалось самым удобным. Завтракать в 11, ужинать уже в 7 часов вечера. Ну, обедать, соответственно, там приблизительно в 3 часа дня. Кроме того, многие соблюдают систему 5-2, когда в течение 2 дней в неделю суточный калораж снижает до 500 калорий, а в остальные дни придерживаются традиционного для себя рациона. Но очень важно, чтобы эти 2 дня не стояли подряд, то есть как-то их расформировать по всей неделе, допустим, там в понедельник и в четверг. По сути, каждый отрезок времени между приемами пищи можно назвать интервальным голоданием. К примеру, когда утром человек не успевает позавтракать, и первый прием пищи после ужина прошлого дня приходится на обед, это уже и есть интервальное голодание. Но если стоит задача получить реальный результат от этого, да, от этой системы, то в этом должна быть какая-то регулярность. Всем спасибо большое за просмотр. Оставляйте комментарии, на какую тему вы хотели бы увидеть видео. Не забывайте ставить лайк, подписочку. И с вами, как всегда, Малина Travel. И это мое второе видео в челлендже 30 дней дельности. Будьте здоровыми. Пока.